Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем капюшон крючком в тунисской технике с воротником-резинкой из рельефных столбиков. Пряжа полушерсть в 100 граммах 200 метров. Я вязала в 2 нити. Ушло 180 грамм. Крючок брала тунисский 3,5 миллиметра. Капюшон на размер, на обхват головы 50-57 сантиметров. Размер будет зависеть от длины резинки. Капюшон состоит из 4 деталей. 2 боковые детали, которые я вязала в тунисской технике. 1 центральная деталь. Ее тоже вязала в тунисской технике. И потом добавляла узор из пышных столбиков. И также резинка из рельефных столбиков чередовала лицевой и изнаночный рельефный столбик. Вот схема, на которой я указала, как я вязала боковые детали капюшона. Здесь указала размеры в сантиметрах и в петлях, и сколько рядов на каждый этап. Таких деталей нам понадобится 2. Вяжем их одинаково, но вяжем их в зеркальном отражении. И описала здесь этапы вязания. Одну деталь я уже связала, у меня готова эта деталь. На схеме она вот здесь расположена. Вы будете вязать вместе со мной вот эту деталь. А вот эту, которую я связала, свяжете уже самостоятельно в зеркальном отображении. Набираем 20 воздушных петель и начинаем вязать в тунисской технике. Сейчас будем поднимать петли. Поднимаем каждую петлю из цепочки, и у нас всего должно получиться 20 петель. Вот мы подняли 20 петель, теперь закрываем. Сначала провязываем 1 петлю, а далее закрываем по 2 петли до конца ряда. Теперь смотрим схему. Со второго ряда у нас идет 16 рядов прибавок. Будем делать прибавки вот в этом направлении, как на схеме. Для этого из протяжки добавляем петлю. И далее все петли поднимаем по порядку. То есть в этом ряду у нас уже в ряду не 20 петель, как в первом ряду будет, а 21 петля. Поднимаем петли и закрывать будем точно так же. И мы будем делать прибавки в каждом ряду до тех пор, пока у нас количество петель не достигнет 35. То есть в самом начале у нас 20 петель. Со второго ряда мы начинаем делать прибавки в каждом ряду. И у нас получается, мы делаем прибавки до тех пор, пока у нас не будет 35 петель в работе.
Набрали в наборном ряду, получили 21 петлю и закрываем. Сначала одну, потом закрываем по 2 петли. И так будем до конца ряда вязать. Будем закрывать по 2 петли. Провязали второй ряд. Здесь у нас 21 петля. И теперь следующий ряд. Опять в самом начале прибавляем петлю. Из протяжки добавляем петлю и поднимаем петли. В этом ряду, в третьем, у нас не 21 петля, а 22 петли. И закрывать петли будем точно так же. Сначала закрываем одну петлю, потом будем закрывать по 2 петли. И далее мы будем прибавлять петли в каждом ряду, пока у нас количество не достигнет 35 петель. Подняли петли. Теперь будем закрывать. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Так вяжем до конца ряда. И так далее. Делаем прибавки до тех пор в каждом ряду, пока у нас количество не будет 35 петель. Повторюсь. Вот смотрите, у нас уже видно скос. Мы делали прибавки, у нас виден скос. Вот так будем продолжать. В каждом ряду делать прибавки. Вот я уже связала эти 16 рядов прибавок. У меня в работе теперь 35 петель. Я вот нахожусь в этой точке. И теперь мы вяжем 10 рядов по прямой. То есть мы петли не прибавляем, не убавляем. Так у нас будет в работе 35 петель. Поднимаем каждую петлю. В этом наборном ряду у нас будет 35 петель. И закрывать будем тоже. Сначала одну, потом по 2 петли. То есть после прибавок мы вяжем 10 рядов по прямой. Ничего не прибавляя и не убавляя.
Мы связали наборный ряд. Теперь закрываем петли. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. И так вяжем до конца ряда. Вот один ряд мы уже связали, и так еще будем вязать еще 9 рядов по прямой. Мы связали 10 рядов по прямой. Сейчас находимся в этой точке. Теперь нам надо делать убавление до тех пор, пока не будет 26 петель. Но убавление мы делаем по схеме. Вот я ее вам показываю сейчас. Вот эти галочки, это означает 2 петли вместе в начале ряда. Просто вот такая палочка, это ряд без убавок. И вот мы будем вязать по этой схеме. Самый последний ряд убавок мы провязываем не 2 вместе, а 3 вместе. Сейчас покажу. Итак, сейчас мы вяжем первый ряд убавок. Для этого сначала провяжем наборный ряд, как обычно. То есть поднимем все 35 петель, как мы вязали до этого. Наборный ряд в ряде убавок будет точно такой же. То есть сейчас поднимаем петли. В наборном ряду у нас будет 35 петель. Провязали наборный ряд. Теперь нам надо делать убавку. Для этого будем закрывать следующим образом. Закрываем сначала одну петлю, потом закрываем по 2 петли до тех пор, пока у нас на крючке не останется 3 петли. Сейчас закрываем по 2 петли в обратном ряду до тех пор, пока на крючке не останется 3 петли. На крючке осталось 3 петли.
Вот их мы провяжем вместе для того, чтобы одна петля у нас убавилась в ряду. Все, убавку сделали. Теперь следующий ряд. Следующий ряд у нас по схеме ряд без убавок. То есть также поднимаем петли. У нас в этом наборном ряду будет уже не 35, а 34 петли. Вот это ряд, следующий по схеме, ряд без убавок. То есть его вяжем как обычно. В наборном ряду сейчас будет 34 петли. Поднимаем каждую петлю. Провязали наборный ряд, проверим петли. Здесь у нас должно быть 34 петли. Угу. Теперь закрываем. Закрываем как обычно. То есть сначала закрываем одну петлю, потом по 2 петли вместе. То есть этот ряд мы петли не убавляем. Мы дошли до конца ряда. У нас осталось 2 петли. Провяжем их вместе. Мы провязали второй ряд из схемы. Следующий в схеме ряд убавок. Провяжем 2 вместе в обратном ряду. Сейчас поднимаем петли. То есть наборный ряд, как обычно. В наборном ряду мы петли не убавляем, а убавляем в обратном ряду. То есть сейчас у нас 34 петли поднимется.
Мы провязали наборный ряд, теперь начинаем закрывать петли. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. И вяжем, закрываем по 2 петли до тех пор, пока у нас на крючке не останется 3 петли, для того, чтобы нам сделать убавку в этом ряду. Вяжем по схеме. Вот у нас осталось на крючке 3 петли. Их мы провяжем вместе. Вот готова еще одна убавка. Следующий ряд у нас идет по схеме без убавок. И так вяжем по схеме. В самом конце, вот самый тут последний ряд убавок, уже не 2 вместе я провязываю, а 3 вместе. А этот ряд мы будем провязывать без убавок. То есть поднимать петли и также будем закрывать сначала одну, потом по 2 петли. И так вяжем по схеме. Напомню, в схеме я здесь сделала обозначение. Вот эти галочки — это по 2 вместе в обратном ряду. Это палочка без убавок. И последняя убавка — это 3 петли вместе в обратном ряду. Так, вот сейчас хочу показать просто, как я делала убавки вот в зеркальной детали, которую вы будете вязать самостоятельно. Вот как я делала убавки. То есть наборный ряд, вот если мне надо сделать убавку, я не доходила 2 петли и просто проводила крючок через 2 петли и провязывала их вместе. Вот таким образом я убавляла петли. Это вы будете убавлять вот в следующей детали, которую вы будете вязать самостоятельно в зеркальном отображении. То есть это будет то же самое, но просто вы вяжете в зеркальном отображении. Это я вам просто показала, как вы будете убавлять. Задняя деталь капюшона, 1 штука. Нам понадобится, для нее набирала 10 петель, 5,5 сантиметров она и 42 сантиметра в длину, 54 ряда у меня получилось. Вот. Ну и также наборный ряд был 10 петель, закрывала сначала 1 петлю, потом по 2 петли. Так, вот связала я эту деталь. И теперь я решила добавить узор из пышных столбиков. Сейчас покажу, как я вязала. То есть вытягивала по 7 петель. 1 петлю пропускаю. В следующую петлю основания вытягиваю 7 петель для пышного столбика. 4, 5, 6, 7. Вытащила петли, провязала накиды вместе, на крючке 2 петли и провяжу их вместе. Это я вязала крючком 4 миллиметра. То есть там у нас был крючок 3,5 миллиметра, это 4 миллиметра крючок для пышных столбиков. Опять пропускаю петлю основания, вытаскиваю 7 петель, делаю пышный столбик из 7 вытянутых петель. И еще замечу то, что между пышными столбиками воздушная петля. То есть сейчас провяжу вместе 2 петли вместе и воздушная петля. И так буду обвязывать всю деталь по бокам. То есть вот один уже бок я обвязала, вам показываю на втором.
вместе с пышными столбиками ширина детали у меня получилась 9 сантиметров. Теперь детали складываю лицом к лицу, боковые части соединяем с центральной деталью. Советую вам, прежде чем соединять детали, сколоть их обязательно, для того, чтобы вам удобнее было эти детали соединить, чтобы они не расползались при соединении. Для того, чтобы соединить детали, я, во-первых, нитку потоньше взяла и взяла крючок потоньше и соединяла столбиками без накида. И по ходу, вот еще смотрите, обратите внимание, чтобы не стягивалось полотно, можете, допустим, вязать в одно основание по 2 столбика с накидом. То есть особенно это в местах скругления. Для того, чтобы полотно не стягивалось, мы вяжем по несколько, по 2, по 3 столбика без накида. То есть здесь уже смотрите сами, чтобы полотно не стягивалось. Вот можно так поступить. И обязательно скалывайте полотно, чтобы оно не съезжало. Так будет намного удобнее сшивать вам. Переднюю часть капюшона я также решила обвязать пышными столбиками. Здесь у меня получился немножко другой рисунок. В принципе, вот на боковых частях тоже можно было таким рисунком сделать. Вы смотрите сами, как вам будет удобнее. Так, здесь я вытягивала по 5 петель. 4, 5. Накиды вместе. 2 петли вместе. И теперь в следующую петлю основания провяжем столбик с накидом. То есть у нас здесь пышные столбики разделяются столбиком с накидом. Теперь опять следующую петлю основания провязываем пышный столбик из 5 вытянутых петель. 3, 4, 5. Провяжем накиды вместе, 2 петли вместе. И в следующую петлю основания провяжем столбик с накидом. Так обвяжу всю переднюю часть. Вот таким узором. Теперь резинка. Я набрала воздушные петли, цепочку из воздушных петель соединила в круг с другой боковой частью. И вот сейчас я уже провязала ряд столбиков с накидом. То есть вы набираете столько петель, чтобы это вот отверстие было равно вашему обхвату головы. Только не свободно, а чуть-чуть в натяг, потому что резинка растянется, чтобы не было слишком большое отверстие. И сейчас я вяжу резинку 1 на 1, то есть я чередую изнаночный рельефный столбик и лицевой рельефный столбик. Буду вязать резинкой. Здесь можно этот воротник связать побольше, поменьше. То есть вы будете примерять и поймете, какую длину вам будет комфортно. Этот воротник будет выворачиваться и будет плотно ложиться на шею. Вот такой капюшон получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!